Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». К Пасхе я подготовила для вас мастер-класс очень элегантной курочки в шляпке с крылышками и хвостиком, а также с подставками под пасхальные яйца. Красиво смотрится и с яичками тоже. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Теперь мне необходимо связать 8 вот таких вот подставочек под яйца, пасхальные яйца, которые подходят четко к яичку. И я покажу сейчас, как их вязать. Я делаю волшебное кольцо амигуруми. И делаю здесь уже как бы 2 воздушные петельки для подъема, потому что у нас сразу будут столбики с накидом. И начинаю под кольцо вязать столбики с накидом. Всего 8 штук я буду вязать. 1, 2, 3 и 8. У нас зрительно получается 9, потому что здесь были тоже как бы воздушные петельки. Теперь я затягиваю кольцо и соединяю с воздушными петлями в начале ряда. Вот таким образом. Теперь делаю 2 воздушных петли для подъема и начинаю вязать прибавку в каждую петлю. То есть в каждую петлю я вяжу 2 столбика. Раз, 2. Следующий тоже 2 и так далее. То есть в конце ряда у нас получится 18 столбиков. И соединяю 18 столбик с воздушными петлями в начале ряда. Закончила ряд. В следующем ряду делаю 2 воздушные петли для подъема. И делаю уже только в каждый 4-й столбик прибавку. То есть я вяжу 3 столбика без прибавки. И в 4-й делаю прибавку. 1 и 2 в одну. 3 без прибавки. Раз, 2, 3. И в 4-ю прибавку. Раз и 2 в одну. И последний, следующий ряд этой подставочки я вяжу просто петля в петлю. То есть я делаю в каждый столбик с накидом. В начале ряда 2 воздушные петельки для подъема и затем просто столбики с накидом по всему ряду. Последний ряд обвязки подставочки для наших яичек
мы делаем синим цветом, чтобы у нас получился такой синий ободочек. Я просто обвязываю этот краюшек столбиками без накида. Просто столбик в столбик вяжу столбика без накида. По всему краю. В итоге у нас получится вот такая формочка. И нам их надо связать 8 штук. То есть я вот связала 4. Теперь мне надо связать еще 4. Теперь я буду вязать шапочку нашей курочки. Для этого делаю волшебное кольцо амигуруми, воздушную петельку и 6 столбиков без накида под это кольцо. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Затягиваю кольцо. И начинаю вязать второй ряд. Во втором ряду я делаю прибавку в каждую петлю. То есть я вяжу в одну петельку 2 столбика. Раз, два. Во вторую тоже и так далее. В конце ряда у нас получится тогда 12 петель. Обычное прибавление амигуруми. В следующем ряду я вяжу прибавление в каждую третью петлю. То есть я делаю 2 столбика без прибавки. Раз, два. И в третью делаю прибавку. Две в одну. 2 без прибавки. И в третью прибавку. То есть в конце ряда у нас получается 16 петель. То есть у нас шапочка уже идет немножко на закругление. Я сделала все прибавки на донышке шапочки. И теперь вяжу 4 ряда по прямой. То есть у меня в каждом ряду будет 16 петелек. И я просто по прямой вяжу. Петля в петлю. По спирали. 4 ряда. Я закончила вязать донышко шапочки. И теперь мне надо сделать поля шапки. То есть я делаю здесь прибавление. В следующем ряду мне надо сделать 6 прибавок. То есть у нас получится всего 22 петли тогда. Я вяжу 2 без прибавки. И в третью делаю прибавку. Раз. И 2. 2 без прибавки. Раз. 2. И в третью прибавку. Как я уже сказала, в конце ряда у нас получится 22 петли. То есть вот такой вот. Так это будет прибавляться. В следующем ряду мы делаем также прибавку в каждую третью петлю. То есть я 2 вяжу без прибавки. И в третью делаю прибавку.
2 без прибавки. 1, 2. И в 3-ю прибавку. В конце ряда у нас таким образом получится 28 петель. Вот у нас такие поля будут у шляпки. Вот я одела нашу модную шапочку на курочку. Теперь осталось только глазки приклеить. Теперь нам необходимо пришить или приклеить, как вам больше нравится, наши крылышки. И также подставочки для яиц. Я прикрепила крылышки. Получилось так довольно симпатично. Вместе с хвостиком они гармонируют. И теперь мне надо начать пришивать наши подставки под яички. У нас 8 подставочек под яички и 8 как бы наших частей в салфеточке. И я выбираю просто серединку, скажем, нашей длинной части и начинаю туда пришивать нашу подставку. Вот таким образом это получается. И дальнейшее мы будем также вот ставить на эти серединки. Я пришила все подставочки под яйца внизу. Также я подшила их немножко к туловищу, к самому. То есть, чтобы они не распадались на разные стороны. И теперь я соединяю их между собой. То есть, между собой их тоже можно соединить. Между собой их тоже можно соединить, как бы. И тогда они уже, когда мы туда вставим, скажем, яички, то они никуда не денутся. Вот я соединяю между собой. Закрепляю сначала ниточку. И соединяю. Вот таким образом.